я бы начал с другого. Мне очень импонирует, я клиницист. Появились, может быть, еще гинекологи, кроме нас с Тамарой Бебневой, нет? Никого? Значит, все остальные представители одной из самых замечательных профессий. И вот здесь я бы хотел сказать, что Алевтина Михайловна Савичева была детским врачом, прежде чем стала микробиологом. А Татьяна Валерьевна Припутневич и сегодня дерматовенеролог высочайшего уровня, высочайшего класса, но ушедшая в микробиологию. А я должен был стать микробиологом. Но я стал акушером-гинекологом, хирургом, который сегодня оперировал и оперирует достаточно много. Но микробиология для меня это как, знаете, чувство первой брачной ночи. Вот я влюбился один раз в это направление, и я не могу ей изменить никак, потому что до сих пор гляжу в микроскоп, потому что с 1977 года, как первый раз приоткрыл для себя этот микромир, так и до сегодняшнего дня он меня бесконечно волнует и возбуждает. Но, тем не менее, мы сегодня с вами действительно рассматриваем очень важные вопросы. И очень главный момент на сегодняшний день, то медицинская микробиология, о которой мы говорим, это смещение вектора от видения в каждом микроорганизме какого-то патогена, зверька, какого-то убийцу, в понимании той роли микробиоты человека в поддержании его здоровья. И на сегодняшний день, вы знаете, международный проект «Микробиом», который говорит нам о том, что целое самое различное сообщество микробных взаимоотношений, взаимодействий, которое определяет во многом не просто наше здоровье, не просто наш репродуктивный потенциал, но и, наверное, существование человечества на Земле, можно было бы и так сказать. Поэтому мы рассматриваем микробиом сегодня как новый полифункциональный орган, очень важный и очень главный. Не буду, так сказать, распространяться, но для акушеров-гинекологов очень важным моментом являются вот эти вот соотношения различных групп микроорганизмов. И сегодня звучит о том, что лактобациллы, да, для нас на сегодняшний день являются главными протективными, защитными. И очень важно, что их концентрация 10 в седьмой степени больше, восьмой, девятой там и так далее, но их в биологической общей бактериальной массе более 95%. А вот тех, которых 300 и более, может быть, даже видов на сегодняшний день, мы точную цифру сказать не можем, их всего 5% всей биомассы, но и концентрация их немножко другая. А вот то, что происходит у нас при нарушениях, то, что чаще всего встречается, это бактериальный вагиноз. Вот здесь уже совсем другая взаимоотносительная ситуация происходит. Тех, которых было много, и они были 10 в седьмой степени, они уменьшаются до 10 второй, четвертой, и иногда культуральными методами, микроскопическими, мы их можем не заметить. Здесь вот только молекулярная диагностика может сказать, есть они или нет. А вот другая группа, которых было как раз наоборот 10, там во второй, в четвертой степени, их становится и в количественном отношении, и в общей биологической массе, общей бактериальной массе не 5%, они увеличиваются в 10, а иногда и более раз. И это уже неравновесие. Это то, что приводит к целому ряду БВ, так называемых ассоциированных состояний, то есть то, что связано с нарушенной микробиотой. И это не только инфекции, скажем, органов малого таза, это не только влияние на репродуктивный потенциал, это сегодня уже доказанная плохая микробиота, это онкологические проблемы. И далеко не только гинекологического характера, но других в том числе. Но сегодня мы говорим и эндометриоз, и миома матки, и гиперпластический эндометрий. Все ассоциировано с нарушениями, да, и кишечной, конечно, микробиоты, но и вагинальной в том числе. И когда мы, клиницисты, вот я почему говорю сегодня, у меня акцент на такую клинико-микробиологическую диагностику. Еще 70-100 лет назад любой клиницист вам мог поставить гонорею по клинической картине и по микроскопии мазка. Потому что первыми микроскопистами на самом деле это были, извините меня, врачи. Роберт Кох, Эшерихий. Ну, Пастер, он, конечно, не был микробиологом и вообще врачом, но многие-многие другие. Тот же Гарднер, мы говорим, Герман Гарднер и многие другие, которые знают микроскоп, умеют смотреть, умеют видеть, самое главное там что. Но вульвовагинальный синдром сегодня не специфичен. И заболевания, скажем, связанные с выделениями, с зудом, жжениями, болями различными, это
не трихомоноз, это не гонорея, это не хламидиоз, это нечто, которое мы можем с вами диагностировать только тогда, когда принцип «ки бене диагностит, бене курат», кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит, мы только тогда понимаем с вами, что не специфичен на сегодняшний день, потому что антибиотики стерли все эти картины. И сегодня нет похожих заболеваний на гонорею, на трихомоноз, и поэтому лабораторная диагностика становится в приоритете. И для нас, клиницистов, в первую очередь важно что? Чтобы мы хорошо лечили, у нас должен быть четкий этиологический диагноз. А как его получить? Сегодня это уже прозвучало. Да, конечно, pH-метрия является первым тестом, который гинеколог использует тут же во время гинекологического осмотра. И если кислотность во влагалище нормальная, то и ожидаем, что там чаще всего будет нормальная микробиота, но если кислотность меняется, хорошего там не жди. Ну а дальше микроскопия и, конечно же, ПЦР-диагностика, культуральные исследования, о которых до меня уже говорили. Но что мы имеем? Возбудители. Если раньше были патогены один или их несколько, то сегодня мы говорим, что микст инфекции, полиинфекции. И вот здесь, конечно, их много. И к исследованиям микробиоты необходим комплексный подход, когда нам уже недостаточно. И мы в клинической практике вот уже на протяжении, ну, наверное, не дадите соврать, наверное, уже около 20 лет. Около 20, ну, 17, ну хорошо, я округляю, около 20 лет мы активно используем вот эту прекрасную методологию. И это как раз вот Екатерина Сергеевна, из вашей презентации взята эта картинка, где вы сравниваете и показываете о том, что результаты исследования вагинальной микробиоты с микроскопией, они вполне совпадают. Уже прозвучало мой любимый кинофильм французский «Мужчина и женщина» 60-х годов. Прекрасный сам по себе, по своему романтизму и одухотворенности, но мы понимаем, что и мужчина, и женщина играют важную роль в сохранении здоровья друг друга, а в целом и нации нашей в том числе. И поэтому андрофлор, который мы с вами сегодня тоже можем использовать, это то, что нам дает возможность изучать микробиоту у мужчины. И вот это одна из бесплодных супружеских пар, которые когда-то обратились ко мне. Совпадение, посмотрите, с мужским исследованием у мужчины по 5 самым различным группам микроорганизмов. Вот еще одна клиническая история одной пациентки, я о ней еще скажу чуть-чуть позже, но она ко мне пришла вот с такой картинкой, здесь стрелочками я обозначил, что у нее не так. До лечения она пришла с бактериальным вагинозом. А лечиться пошла она к гастроэнтерологу по поводу Helicobacter pylori. Ну, понятная история. Сегодня тоже этому уделяем большое значение. Микроорганизму 2 недели антибактериальной терапии, и она приходит к нам с выраженнейшим неспецифическим вагинитом, когда анаэробный дисбиоз перешел в аэробный дисбиоз. Пациентке 39 лет, с 29 лет, то есть в течение 10 лет, страдала, мучилась тяжелейшими зудами, жжениями, выделениями, никакого секса, никакой семейной жизни. Лейкоплакия развелась на этом фоне, диагностирована уже гистологически. Ну и вот с такой клинической картинкой мы сейчас с ней работаем вместе. Я чуть об этом скажу позже, потому что я покажу еще один ее результат исследования. Ну а здесь на смену, как в Петербурге, Петро Прима, Екатерина Секунда. То есть Петру Первому, Екатерина Вторая. Так вот и нам на смену Фимофлора, нами любимого, ну там линейка будем говорить, но 16-й самый распространенный, приходит Фимофлор Второй, о котором мы сегодня с вами говорим уже совершенно в другом ракурсе, и эти картинки повторяются и будут повторяться, но четко и ясно мы можем с вами увидеть, что такая же светофорная гамма получается, когда эубиоз, когда это все нормально. Такая же другая уже, но немножечко картинка наблюдается, когда здесь имеется бактериальный вагиноз, и вот здесь мы видим тоже. Я пока не вникаю вот в эти показатели, в эти цифры, мы их изучим, они действительно классные, их спектр гораздо более широкий, чем на сегодняшний день. Ну и неспецифический вагинит, тут что-то, видимо, произошло при транспозиции с одного компьютера на другой. А вот то, что я хотел показать тоже в качестве объективного примера. Вот это, Татьяна Валерьевна, это у вас делалось посевы, а вот это делалось, вот Андрей Евгеньевич Донников делали.
И что мы увидели? Мы видим, что по микроскопии преобладают морфотипы лактобацилл, единичные морфотипы бифидобактерий, дрожжевые клетки. Девочка недавно приехала, в середине сентября, с Кубы прилетела. Тоже страдала бесплодием, там были всякие ситуации, синдром поликистозных яичников, но в конечном итоге она с Кубы прилетает беременная и говорит: а что мне делать дальше? А дальше мы делаем у нее посевы и находим, что у нее есть лактобациллюс газерии 10 в шестой степени, у нее есть кишечная палочка 10 в пятой степени, у нее есть кандида глабрата 10 в пятой степени. А вот фимофлор второй, который нам показывает все то же самое. Обратите внимание, вот у нее есть и бифидобактерии, которые мы здесь видим, и есть энтеробактериацея, и есть у нее совпадение по стриптококку, например, вот здесь стриптококкус ангианозус, вот, а здесь, ну, как бы не идентифицировано, но все то же самое. И кандида глабрата, non albicans. Но что мы видим вот в результате этого исследования? А мы видим то, что... Так, оно у меня уже не показывает. Но я вот здесь вот покажу вам. Кандида специес альбиканса нет. Значит, есть другая. Какая? Вот глабрата. Посев нам показал. Практически стопроцентное совпадение результатов исследования. А вот возвращаясь к той пациентке, про которую я вам говорил, которая с лейкоплакией, и мы видим все то же самое, такие же совпадения по посевам. Лактобациллюс инерс мы видим здесь, мы видим в фимофлоре втором лактобациллюс инерс, мы видим энтерококкус фекалис, мы видим стриптококки. Совпадение практически идентично. О чем это говорит? О том, что никогда, ни при каких обстоятельствах мы не откажемся от культурального метода исследования. Но культуральный метод, лично по моему убеждению, не знаю, может быть, вы скажете, как медицинские микробиологи, немножко по-другому, а все-таки ПЦР, фимофлор должен занять лидирующее место, положение на скрининговом этапе. А вот когда у нас трудные, хронические, сложные формы появляются, вот тогда мы должны прибегать к культуральным исследованиям, потому что, ну, они более продолжительные, они немножечко имеют другое отношение. Ну и вот то, о чем мы тоже говорим, вот совсем недавно, вот мы презентовали на Лабрине в пятницу такое клинико-методическое руководство по диагностике заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей, которое собрало под своими знаменами и Ассоциация медицинских микробиологов, и Российскую ассоциацию по генитальным инфекциям и неоплазии, которую я сегодня представляю в качестве президента, и Российское наше общество акушеров-гинекологов, и ЮСТИ, дерматовенерологи, и еще две ассоциации, которые к нам примкнули уже на этапе завершения, но которые, экспертов, которых мы также пригласили в этот коллектив. И вот мы в этих клиническом методическом руководстве ну, пришли к тому пониманию, как правильно поставить диагноз. И фимофлор второй также нашел свое представление здесь. Сегодня эта клиника методическое руководство, ну, уже получило и будет распространяться совершенно бесплатно. Оно будет на наших ресурсах, но это руководство, которое мы будем стараться переиздавать не реже, чем один раз, там, ну, в 3 года. Я думаю, что так. И не за горами у нас будет следующее другое. Ну и, естественно, возвращаюсь к тому, что кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Для нас крайне важно это восстановление микробиоты. Это прямой путь сохранения репродуктивного здоровья. А вот здесь у нас очень большие и достаточно непаханные просторы. И вот Татьяна Валерьевна сейчас ушла, но мы с Татьяной Валерьевной и с командой, которая находится сегодня в Кулаковском центре, это и группа ПЦР, это и группа микробиологов, работаем над одной из важнейших тем. Это криоконсервация собственной микробиоты женщины с последующим возможным вариантом, тогда, когда это необходимо, восстановление ее собственной микробиоты, ее же собственными микроорганизмами. Благодарю вас за внимание.